Уважаемые главы государств, уважаемые члены делегации, дорогие друзья, сердечно приветствую вас в столице Таджикистана, городе Душанбе. Сегодняшнюю встречу мы рассматриваем как логическое продолжение тесных партнерских отношений наших государств в различных форматах. Уверен, что ее результаты будут содействовать дальнейшему развитию нашего сотрудничества в формате Центральная Азия, Россия. Повестка встречи охватывает актуальные вопросы регионального взаимодействия. В числе ключевых продвижение торгово-экономического сотрудничества, содействие росту инвестиций, расширение гуманитарных связей в шестистороннем формате, а также обеспечение региональной безопасности. Убежден, что принятые по итогам дискуссии решения станут еще одним ориентиром для дальнейшего укрепления духа солидарности и взаимовыгодного партнерства в рамках данного формата. Желаю нашей работе успехов, а всем участникам саммита хорошего пребывания в Душанбе. Еще раз добро пожаловать. Вторая встреча глав государств и в формате Центральная Азия, Россия объявляется открытым. Слово предоставляется президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Пожалуйста. Большое спасибо, уважаемый Мавлий Шарипович, дорогие друзья, коллеги и вся наша делегация. Очень рады всех вас видеть. Это, как уже и Мавлий Шарипович отметил, вторая наша встреча в таком формате. И она была в Астане, и также на полях саммита СНГ. Конечно, мы с каждым из вас, и вы между собой, и мне приходится, и с удовольствием я это делаю, мы находимся в постоянном контакте, всегда можем посоветоваться друг с другом, поискать решения насущных, текущих вопросов. Но уверен, что и такой многосторонний формат общения тоже весьма полезен, имеет свою очевидную, так сказать, добавленную стоимость. Подчеркну, Россия твердо настроена на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества с вашими государствами, углубление взаимовыгодных политических, экономических, гуманитарных связей. На всех этих направлениях уже удалось добиться действительно хороших результатов. Так, по итогам прошлого года российский товарооборот с центральноазиатскими государствами, с пятеркой, превысил 45 миллиардов долларов. В целом, неплохой результат. Но хочу обратить ваше внимание, я всегда в таких случаях привожу этот пример. Завтра примет участие в нашей работе по линии СНГ Александр Григорьевич Лукашенко. Вот с Белоруссией у нас товарооборот свыше 50 миллиардов долларов. Напомню, что в Беларуси проживает 10 миллионов человек, в Узбекистане уже почти 40, в Таджикистане уже свыше 10, в Казахстане там сколько уже 17, более 20. Но представляете, я уже не говорю о других странах. Ну, какой ресурс колоссальный, да? А это значит, есть и хорошие перспективы для развития наших отношений в сфере экономики. Правда, в январе-июле текущего года взаимная торговля увеличилась еще на 4%. Идет планомерный переход на приоритетное использование национальных валют во взаиморасчетах. Для платежей по контрактам широко задействуется российская система передачи финансовых сообщений и аналогичные системы в ваших странах. Повсеместной стала практика открытия прямых корреспондентских счетов между кредитными учреждениями наших государств. Россия является одним из ведущих инвесторов в экономике стран региона. Совокупный объем российских инвестиций составляет более 20 миллиардов долларов. Тоже, мне думается, маловато. В ваших государствах работает в общей сложности порядка 25 тысяч компаний с российским капиталом.
Динамично расширяется промышленная кооперация. При участии России в странах Центральной Азии создаются совместные индустриальные парки, торговые дома, оптово-распределительные центры. Реализуются крупные проекты в автомобилестроении, производстве сельхозтехники, минеральных удобрений и так далее. Очень широкий круг нашей совместной работы. Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы и компании из ваших государств активнее присоединялись к масштабным российским программам развития в промышленности, высоких технологиях, импортозамещении и других сферах. Тем более мы видим, с удовольствием наблюдаем за теми успехами, которые имеются в ваших странах по всем вышеуказанным мною направлениям. А если это так, то тогда и возможности для кооперации расширяются. Мы готовы вместе с вами выстраивать новые логистические и транспортные цепочки. При этом ключевой задачей видится обустройство проходящих через территорию наших стран магистральных маршрутов север-юг и восток-запад, а также прокладка новых трансконтинентальных коридоров. Впоследствии все эти и другие евразийские логистические проекты можно было бы объединить в единую сеть с современными электронными сервисами и транспортными услугами. Это позволит кратно увеличить объемы международных транспортных перевозок через наш общий регион. Россия и государства «пятерки» углубляют партнерство в сфере энергетики. Причем речь идет не только о добыче и торговле традиционными углеводородами, но и о строительстве атомных станций по самым современным российским технологиям, внедрении возобновляемых источников энергии. При участии нашей страны проводится модернизация крупнейших гидроузлов Центральноазиатского региона, многие из которых были возведены еще в советское время. Российские компании готовы подключаться и к строительству новых ГЭС, а также к проектам, нацеленным на обеспечение безопасной эксплуатации водно-энергетической инфраструктуры и рачительного использования водных ресурсов и трансграничных рек. Напомню, что Россия уже выделила более 33 миллионов долларов на совместные с центральноазиатскими государствами программы. В их числе мониторинг состояния бассейнов рек Амударья и Сырдарья, применение технологий водосбережения и повторного использования вод, организация системных лесопосадок в зоне Приаралья и на осушенном дне Аральского моря. Видим хорошие перспективы для совместной работы в сфере освоения природных ресурсов. России есть что предложить и в области высоких технологий, имея в виду в первую очередь российские цифровые решения по оптимизации государственного управления. И здесь, думаю, вы согласитесь, нам есть что предложить. Создание умной городской среды и так далее. Наша страна заинтересована в развитии взаимодействия с центральноазиатскими партнерами по эпидемиологической и санитарной безопасности. Государствам региона уже передано более 20 мобильных лабораторий, работают очень эффективно и оказываются там, где нужно и в нужное время. Регулярно проводятся совместные учения по локализации вспышек инфекций. Отмечу имеющиеся возможности для сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. Причем даже для тех стран, которые не входят в него в качестве полноправных членов. Например, Евразийский фонд стабилизации и развития выделил на поддержку экономик государств Центральной Азии свыше 1 миллиарда долларов. Эти средства могут быть использованы для обеспечения устойчивости национальных бюджетов и платежных балансов, укрепления системы госуправления. В свою очередь, Евразийский банк развития уже профинансировал в Центральной Азии проекты на сумму 8,7 миллиарда долларов. Это более трети всех средств, выделенных региону по линии международных финансовых структур. По-настоящему инвестиционный характер носит, интенсивный характер, носит гуманитарные контакты. В России обучаются порядка 212 тысяч студентов из ваших государств. В регионе успешно работают филиалы 25 российских вузов, открываются школы с преподаванием на русском языке. И, конечно, весьма важно, что Россия и страны Центральноазиатской пятерки придерживаются единых или близких подходов к ключевым вопросам региональной и мировой повестки.
координирует позицию свою в ООН и других многосторонних форматах. В фокусе внимания всех наших государств традиционно находится и ситуация в Афганистане. И Мавлид Шарипович только что говорил об этом. К сожалению, террористические структуры по-прежнему пытаются использовать афганскую территорию для распространения экстремистской идеологии и преступной деятельности. Мы видим сегодня, что действующие власти Афганистана проявляют готовность к взаимовыгодному сотрудничеству в различных сферах, в том числе это касается и борьбы с терроризмом и наркомафией. Безусловно, мы готовы поддержать эти устремления. Что касается ситуации на Ближнем Востоке, то на фоне гуманитарной трагедии и катастрофы в секторе Газа идет активный поиск вариантов прекращения палестино-израильского конфликта. Президент Трамп выдвинул известные инициативы, и, как вы видели, Россия их практически сразу же поддержала. Мы видим, что сейчас происходит. Вот достигнуто по информации из средств, из СМИ, окончательные решения. Мы очень надеемся на то, что эти инициативы президента США будут на самом деле на практике реализованы. Эта инициатива с самого начала была в целом позитивно воспринята и в арабском и в целом исламском мире. Главное, чтобы, повторяю еще раз, это было все реализовано. Подчеркну, Россия всегда исходила и исходит из того, что решить проблемы ближневосточного региона можно лишь политико-дипломатическими средствами. И мы, естественно, готовы поддержать любые мирные усилия, направленные на то, чтобы остановить кровопролитие и принести спокойствие в этот регион. Думаю, что вы согласитесь со мной. Это была позиция еще Советского Союза, и так по наследству она досталась всем республикам бывшего СССР. Мы считаем, что главным непременным условием для долгосрочной стабилизации и решения всех вопросов, связанных с этой трудной проблемой, главным условием является создание независимого палестинского государства. Должен сказать, что мы внимательно не только наблюдаем, но и пытаемся вместе с нашими партнерами по Ближнему Востоку внести свой вклад в это урегулирование. Также только путем дипломатии и переговоров может быть разрешена и ситуация вокруг иранской ядерной программы. Разумной альтернативы этому не существует. Мы плотно контактируем с иранскими партнерами и чувствуем их настрой на поиск взаимоприемлемых развязок и возобновление конструктивного сотрудничества с МАГАТЭ. Если вы заметили, совсем недавно у нас в стране был генеральный директор МАГАТЭ. Мы с ним подробно говорили на эту тему. Он тоже указал на стремление иранской стороны к решению всех проблем. Есть еще технические вопросы, но все они при реализации достигнутых договоренностей будут играть на то, чтобы достичь окончательного урегулирования и по этой очень сложной региональной проблеме. Мы продолжаем доверительные контакты с Израилем и получаем сигналы от израильского руководства с просьбой передать это нашим иранским друзьям о том, что Израиль намерен, настроен на дальнейшее урегулирование и не заинтересован в любом виде конфронтации. Дорогие друзья, к утверждению по итогам сегодняшнего саммита подготовлены коммюнике и план действий. Уверен, что их реализация будет способствовать дальнейшему углублению дружеских, взаимовыгодных отношений между Россией и государствами Центральной Азии. Благодарю вас за внимание.